Всем привет, меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных кадров. Моя семья состоит из 3 человек. Это я, мой муж, ребенок дошкольного возраста, а еще у нас есть кошка. Сегодня будем распределять деньги по конвертам. Но перед тем, как приступить к распределению денежных средств по конвертам, я хочу сыграть финансовую игру квест. Конверты пока уберем в сторону. Наличные, то, что на картах, и то, что приготовлено для финансовых игр и для копилок. И вот она, моя игра квест, моя шкатулочка. На мастер-классе, где я занималась изготовлением этой финансовой игры квест, я просила в комментариях оставить мне 2 дополнительных задания. И вот задание от Дэми. Это идет открыть 2 конверта с заданиями и выполнить оба к следующему распределению. И еще одно – это на следующее распределение положить сверх плана в конверт «Забота о себе» 1000 рублей. Задание от Машулечки. Большое вам спасибо, то, что оставили мне такие интересные задания. Сейчас я их размещу в конвертиках и приступим к игре. Два конвертика готовы, запечатаны. Отправляю их к остальным. Сейчас все хорошенько перетусую. И первый конверт на исполнение будет вот этот. Сейчас узнаем, какое же там задание. Это будет первое задание в этой моей игре квесте. Даже очень интересно, что же там такое выпадет. Так, готово. Итак, первое задание. Сейчас посмотрим. Сделать что-нибудь своими руками и выставить на продажу на Авито. Полученные деньги потратить на распределение. Просто отличное задание. Я его обязательно выполню к следующему распределению. Все, отношу ее в статус активных. И сейчас приступим к распределению денежных средств по конвертам. Итак, сегодня на распределение наличными у меня идет 14 150 рублей. Средства, расположенные на картах, 33 650. Сейчас я их расположу на подставке. Так, начнем. Вот это у меня то, что стопка, те деньги, которые лежат на картах. Вот сюда вот их одной стопкой, наверное, даже сюда на краешек. И сейчас я расположу на подставке наличные. Это вот эта внушительная стопка. Сегодня очень много 100-рублевых банкнот. Посмотрите, сколько их. Даже есть одна банкнота номиналом 200 рублей. Так, я отправлю ее вот сюда, вот ее место. 200 рублей. Так. Банкноты по 500 рублей. И банкноты по 1000 рублей. И даже одна банкнота 5000 рублей. Отлично. Сейчас их всех размещу на подставке. И приступим к распределению финансов. Первое тут это ежемесячные накопления, конверт, коммунальные услуги. Остаток 3000, вношу себя сюда 3000 рублей. И на балансе будет нужная сумма, как раз 6000 рублей. Так, и сразу закину денежку во второй и в третий конверт. Второй это у меня интернет, мобильная связь. Сюда 750, баланс 750 рублей. И подписки 100 рублей, на балансе будет уже 200. И вот как раз по всем 3 позициям у меня будут нужные суммы уже для того, чтобы можно было в начале месяца внести эти платежи. Так, начнем мы с коммунальных услуг. Сюда я добавляю 3000. Тут как раз у меня 3000 осталось. Добавлю еще 3, и будет нужная сумма. Так, опа, улетела. Вернем на место. Так, 1, 2, 3, все. Ровно 3000, то, что нужно. Отправляются в конверт на оплату коммунальных услуг. А следом за ними уже пойдет накопление на оплату счетов за интернет и мобильную связь. Помещайтесь. Готово. Так, сюда мне нужно внести 750. Так, полтинник.
полтинник. Где-то я тут видела. У меня, да, вот 200 рублей и еще 500. В сумме как раз будет 750. Та самая нужная сумма для того, чтобы оплатить все счета. Так, помещайтесь, отправляйтесь в этот замечательный конверт. Интернет и мобильная связь. И следующий конверт – это оплата подписок. Сюда всего лишь 100 рублей. Вот она, 100-рублевая банкнота отправляется в этот конверт. Следующее, это у меня идут садики, кружки. Так, сейчас посмотрим. Здесь у меня на балансе 3000. Нужно, чтобы было 5, значит добавляем 2000 рублей. На балансе будет 5000 рублей. Еда. Еда не получилось уложиться в 9000. Я даже пришлось залезть в конверт выручайка и добавлять. Добавляла сюда 500 рублей. То есть вышло у меня 9500 за те 2 недели. И сюда я опять хочу внести 9. И все-таки буду стараться уложиться в эти 9000. Вот такая у меня цель, вот такой план. Так, сюда 9000, и в садик нужно положить 2000. Желтым отмечено это те деньги, которые у меня располагаются на карте. То есть буду использовать дубли. Так, 2000 и 9000. Садик, кружки. Сюда 2000. На шахматы малыша мы пока не отдаем, потому что, как выяснилось, набор у них будет только сентября месяца. Сейчас идет май, уже все, наоборот, закрываются, уже готовятся к лету. Предложили только взять индивидуальные занятия, но хотелось бы все-таки, наверное, в группе, да, я в этом больше заинтересована, чтобы он ходил с другими ребятами, и чтобы они все вместе уже этому обучались. То есть еще и элементы и социализации, и все вместе. Поэтому с сентября месяца уже мой малыш начнет ходить на шахматы. Так, продукты. На продукты отправляю 9000 рублей. А то как-то я даже не сообразила, что все, что уже учебный год подходит к концу, остался здесь 1 месяц, и сейчас у всех начнутся летние каникулы. Наверное, потому что мы в отпуск поедем только осенью, поэтому у меня как бы и рабочий настрой. Даже об отпуске, об отдыхе, о летнем отдыхе даже и не подумала. Кошка. Так, сейчас посмотрим. У меня тут были траты. Осталось 400 рублей. 600 ушло. Я купила ей 2 упаковки корма. Там как раз попали на корм, который я кормлю, была акция. Я решила взять побольше. Поэтому на данном распределении вносить не буду. Останется также 400 рублей. Развлечения. Было 0. Все финансы потратили, даже более того скажу, залила в конверт выручайка для того, чтобы взять деньги на покупку билетов. Настолько нам понравилось ходить на спектакли детские, очень понравилось, и хочется прям все посетить, то есть все, что этот театр предлагает, хочется посмотреть все представления. И еще покатались на лошадке, очень милая лошадка, пони, зовут ее Гаечка, целый круг, у меня малыш был просто счастлив. И вот я решила то, что сюда минимум, пока на минимальную сумму буду закладывать, на развлечение нужно 1100. Это как раз, чтобы купить 2 билета в театр и 1 раз покататься на машинке, на лошадке, либо паровозике. И билеты, если покупаешь в день, когда идет спектакль, на следующий, то там идет скидка 100 рублей на 2 билета. Так, 450 рублей, а так будет по 400. То есть вот я решила, что после спектакля подошла, взяла, и получается, что немножко денежек-то сэкономили. Итак, развлечения я хочу сюда отправить 1100. Это у меня будет наличка. Вот он, пустой конверт. Очень рада, что мы туда попали, что мы сходили на это представление. Зарядились очень так хорошо положительными эмоциями. И поэтому, в принципе, я и взяла еще билеты на следующий спектакль этой группы. Молодцы, очень хорошо играют с детьми, такой интерактив, идет тесный контакт и взаимодействие с публикой. И дети, и родители, все остаются довольны, и самое главное, подзаряжаются положительными эмоциями и энергией. Это у нас были развлечения. Дальше идет бензин и транспорт. Здесь тоже были траты. Муж у меня заправлялся бензином. Такси, автобус мы не пользовались.
Но опять-таки, то, что живем рядом, все в шаговой доступности, и погода была просто замечательная, и ходили пешком сюда. Я добавляю 1500, и на балансе у меня будет 2000. Так, желтая это у меня на карточке. Так, на мои денежки. Так, 1000. Еще 500, вот 1500. И как раз получится, что в этом конверте окажется несколько банкнот общей суммой 2000 рублей. Готово. Быт. В разделе быт у меня трат не было. Здесь продолжаю накопление в таком медленном темпе. Этот конверт меня ожидает последующих больших закупок, которые будут, наверное, только месяца через 2 по 100 рублей в каждый кармашек. На бытовую химию, гигиену и прочее. И на балансе будет бытовая химия 400, гигиена 300 и прочие покупки 350 рублей. Так, желтое это у меня на карточках. 1, 2, 3. И вот в каждый кармашек по такой вот банкноте. И еще хотела отметить одно большое преимущество того, когда ты покупаешь большими объемами. То, что это полезнее, как бы банально не звучало, для нашей экологии меньше мусора. Либо одна большая упаковка, чаще всего она идет со значком, то, что подлежит дальнейшей переработке, либо там 10 мелких упаковок. Конечно, проще взять одну большую канистру и ее потом отнести на переработку, нежели чем таскать пакеты с кучей мелких упаковок. Это у нас был быт. Дальше идет канцелярия и творчество. Трат не было. И вот я хочу, вот у меня по всем этим категориям канцтовары, книги, забота о себе, для хобби, спорт и личное, везде всего лишь по 100 рублей. Поэтому сейчас я быстренько в эти конвертики и позакидываю по 100 рублей. Канцтовары 100, и вот на каждый конверт по 100 рублей. На этом распределении у меня получилось так. Большие суммы внести пока не получится, но то накопления идут, как говорится, маленькими шажками к большим целям. И на балансе получим то, что канцтовары у меня тут 600, книги 800, забота о себе 1100, хобби для меня мой кармашек 500, у мужа 100 рублей, спорт у каждого, и у меня, и у мужа по 1150. За эти 2 недели в бассейн больше не ходили. Как-то приболели все, и было не до бассейна. Занимались лечением. Так, по 100 рублей это у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мне нужно достать 9 100-рублевых банкнот. Вот она моя большая стопка. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А это верну назад на стойку. Так. И начнем. Товары творчества. Так, ну-ка, двигайся, банкнота. К тебе подружка пришла. Вот, ну здесь следующее, даже я думаю, к следующему распределению уже опустеет конвертик. Опять закончились расходники. Опять нужен пластилин, карандаши, пару закрашек. Всегда требуется. Книги. Книжку я читаю, пока следующую покупать еще не готова. Поэтому пока продолжаю читать ту книгу, которую я купила. Как ее осилю, тогда уже будет и готовый отзыв. Так, забота о себе. В этот конверт тоже у меня уходит 100-рублевая банкнота. Хобби. Так, это мой кармашек. Для меня 100 рублей. Для мужа тоже 100 рублей. Ракетку все он купил. Безумно доволен. Ходит, играет. Ракетка легкая, как он хотел. Подобрал ее чисто под себя. И очень счастлив. Так что спасибо системе денежных конвертов, что позволило моему мужу быстрее купить ракетку. Он ей очень доволен. Так, спорт. Так, мой карман 100 рублей. Карман мужу тоже 100 рублей. Личная. Мне 100 рублей. Так, отправляйся сюда, моя банкнота. Для мужа тоже 100 рублей. Конверт у меня идет на оплату долга и идет конверт, по-моему, у тебя должна быть выручайка, да. Так, на оплату долга
Все, последний будет платеж в июне. Я сюда дополняю 15 тысяч, и на балансе будет 30. Все, уже в начале июня будет последний платеж. Ура! Будет у нас больше денег на распределение. Ура! Наконец-то! Выручайку полностью опустошили. Ушли из выручайки деньги на продукты и на развлечения. Пришлось добавлять 500 рублей на еду и 500 рублей на развлечения. Была здесь 1000, все потратили, осталось 0. Добавляю сюда также 1000 рублей. Так, на долг 15 тысяч и выручайку 1000 рублей. Эти деньги у меня также лежат у меня они на карточке. Так, вот это у меня будет на оплату долга. Наконец-то, прям такое счастье, что закрою этот долг. Жить без долгов, я думаю, что мне понравится. Мне понравится это точно. Итак, резервный фонд, выручайка 1000 рублей. Спасибо тебе, выручайка, что выручаешь, помогаешь. Очень я благодарна этому конвертику. Следующее, это идут ежегодные накопления. Здесь идут страховка, налоги. Страховка автомобиля и налоги по 100 рублей. 100 рублей в этот конверт и 100 рублей в конверт налоги. На балансе будет по 600 рублей в каждом конверте. Так. Вот она, 100-рублевая банкнота. Так, на страховку автомобиля. И на налоги тоже 100 рублей. Вот, по совету моих подписчиков, большое спасибо, что мне советуете, рекомендуете. А то я совсем с этими наклейками запуталась, не знала, что же сюда придумать сделать. И вот мне очень понравилась идея сделать древнегреческую богиню Фемиду, богиню правосудия. Я ее сделала, распечатала и сделала прозрачную такую черную наклейку на этот конверт налоги. Благодарю вас за такую отличную идею. Отпуск. На отпуск я хочу внести 800 рублей. На балансе будет 3000 ровно. Так, отпуск. Так, 500. Вот эту 200-рублевую банкноту и 100, и 800. И уже на балансе 3000. Отлично. Так, двигайтесь, к вам тут пополнение пришло. Отлично. И следующее это идет у меня уже подарки июньские. В июне у меня будет 2 именинника, поэтому нужно здесь уже более активно накапливать. У меня тут было на 1500, я хочу внести 3,5. И на балансе будет 5000 рублей. Вот здесь мне как раз сейчас и пригодится моя 5000 банкнота. Вот она, красотка. Отсюда я забираю 1500 и возвращаю 5000 банкноту. Как красиво смотрится. Мне все-таки, наверное, вот 5000 в конвертах меня радуют больше всего. Даже пускай их становится побольше. Ну, вообще, очень красивые цвета сочетаются, и глаз радует, и номинал банкноты очень классный. Вот, переходим дальше. Это долгосрочные инвестирования. Как обещала, не получилось у меня начать инвестировать, поэтому буду стараться к следующему распределению это уже сделать. Я уже определилась, где я буду инвестировать. Я хочу сделать себе карточку Тинькофф инвестирование, и там потихонечку уже начать формировать свой портфель. Вот, поэтому на данном распределении я вношу сюда 500 рублей, и на балансе будет 3500. И также 500 рублей вношу в конверт подушку безопасности. И на балансе будет подушка безопасности 1000 рублей. А в доллар пока у меня поступлений нет, поэтому внесено 0. Баланс остается прежним. 20 долларов. Так, вот она банкнота 500 рублей отправляется на инвестирование. И уже давайте я, наверное, так сделаю, я пообещаю, что уже к следующему распределению, вот как раз у меня срок 2 недели, я уже начну движение в этом направлении, в направлении создания своего портфеля, в котором будут и акции, и облигации. Вот, начну делать в этом первые шаги. Все, теперь я пообещала, деваться мне некуда, обязательно надо время, и все сделаю.
подушка безопасности, тоже отправляется 500 рублей. Так, это резервный фонд. Так, мои доллары. Так, конверт для моего малыша. И вот здесь тоже у меня 3 конверта. Сын и обучение для себя и для мужа. Ушел тоже по 100 рублей. И сейчас сразу запишу, то, что в каждый из этих конвертов отправляется по 100 рублевой банкноте. На балансе конверта сын будет 1100, на балансе обучение для себя 750, обучение для мужа 850 рублей. Так, и мне нужно 3 100 рублевые банкноты. Так, 1, 2, 3. Начнем. Вот конверт для сыночка моего любимого. Вот она, красавица. Первая отправляется сюда. 100-рублевая банкнота в мой кармашек на обучение и в кармашек для мужа. Так, ну-ка, двигайтесь, двигайтесь. К вам еще одна подружка пришла. Отлично. Так, двигаемся дальше. Одежда и обувь. Я купила малышу сандалики. Они мне обошлись 3500 рублей. Но еще нужно купить обувь будет мне мужу и кое-что еще из одежды. Поэтому сюда я закину 3500. В конверт одежда и обувь отправляется 3500 рублей. На балансе будет 5000 рублей. И сюда, я думаю, что уже отсюда я деньги все потрачу, потому что на одежду нужно мне обновить гардероб. Не мне, а моему мужу. И ему нужна тоже обувь уже летняя. Так, смотрим. Так, 1, 2, 3 и банкнота 500 рублей. Получается, да, все верно, 3500 рублей. Отправляется в конверт на приобретение одежды и обуви. Так, с этим разобрались. Здоровье и аптека. Хотя мы заболели, но трат из конверта этого не было, как бы оставались лекарства с нормальным сроком годности, поэтому я их и расходовала. Но сюда я хочу добавить еще 1000, потому что если что, мне будет спокойнее, если здесь будут финансы, и не придется залазить опять в резервный фонд. Так, здоровье и аптека была 1000 рублей на балансе, и добавляю сюда еще одну 1000-ную банкноту. И получается на балансе 2000 рублей. Отлично. Так, техника. На домашнюю технику всего 100 рублей. На балансе будет 900 рублей. А вот в конверт на приобретение оборудования для съемок, это мне конверт YouTube, я хочу отправить 500. Все-таки нужно мне ускорять темпы накопления. Я хочу и освещение сделать получше, и качество, и звука, и картинки. Прям очень-очень-очень хочется, чтобы качество было намного лучше. Поэтому я приняла решение здесь вести накопление в более эффективном темпе, более быстром. Так, 100 и 500. Техника. Сюда отправляется 100-рублевая банкнота. Так, готово. И вот в этот замечательный желтый конвертик я отправлю банкноту номиналом 500 рублей. Как приятно наблюдать, как конвертики становятся все толще и пухлее. А еще они меня радуют своим внешним видом. То есть подвигаемся дальше. Это ремонт автомобиля, техническое обслуживание. Муж у меня уже залез в этот конверт. Он купил себе масло, фильтры и еще какие-то расходники. То есть уже наконец-то вопрос с автомобилем двинулся с мертвой точки. Здесь у меня по остатку всего 9000. Я добавляю 1000. И эти средства у меня лежат на карте. Будет 10 000. Нужно здесь накопить 40 с лишним тысяч, но это уже на такой ремонт более основательный. А то, что муж сейчас чем занимается, это замена масла, замена фильтров и каких-то еще мелких расходников. Одним словом, занимается техобслуживанием своего автомобиля. Осталось у меня 2 конверта. Это ремонт и добро. На ремонт я отправляю 150 рублей. На балансе будет 600 рублей. И конверт добро было 100. Добавляю 100 рублей. И на балансе будет 200 рублей. 200 рублей. Так, ремонт 150. Лампочку я так и не купила. Живем без лампочки. Она меня перегорела. Эх, но я все-таки думаю,
Все забываю, когда из садика забираю малыша мимо магазина хозяйственного проходим, а у меня из головы вылетает, что нужно купить лампочку зайти. Сразу на площадку убегаем. Ну ничего, я думаю, обязательно ее купим, и обязательно у нас будет дома светло. Так, это был последний конверт. И осталось теперь только сыграть финансовую игру и распределить финансы по копилкам. Начнем с финансовой игры. Сначала я выберу себе конвертик. Так, сегодня это будет, пускай будет желтый. Вот такой очаровательный желтый конверт. Первым броском кубика я узнаю, банкнота каким номиналом отправится в этот конверт. 400 рублей. Отлично. 400 рублей отправится в этот замечательный желтый конверт. Так, 1, 2, 3, 4. Готово. 400 рублей. Вот они. 4 банкноты номиналом по 100 рублей отправляются в этот желтый очаровательный конвертик. И сейчас я его буду запечатывать с помощью одной из этих наклеек. Так, сегодня я хочу, вот я, наверное, возьму вот этого космонавта. Так, где он у меня здесь? Вот этим, с помощью вот этого космонавта, мне так нравится. Стакан, трубочка, апельсин, а тут космонавт изучает Луну. И с помощью вот этой наклейки я сейчас зафиксирую, запечатаю этот конверт. Так. Все-таки прямо. Да, вот так вот. Опа. Готово. Вот как у меня получилось. И вторым броском кубика я узнаю, для каких целей тут идут накопления. Так, на развлечения. Ура! Люблю развлечения. Можно будет куда-нибудь еще сходить, на какую-нибудь выставку, в музей или на какой-нибудь спектакль. Если, конечно, еще будут накопления. Если еще раз выпадет единичка, чтобы накопить большую сумму. Итак, накопления в этом очаровательном желтом конверте идут на развлечения. Так, цель установлена, денежные купюры размещены в конверте. Все, он может отправляться в такую замечательную копилку к остальным столь же очаровательным конвертам. Вот так уже сколько у меня. Так, и дальше сейчас приступим к размещению денежных банкнот в копилках. Вот они, мои замечательные копилочки. Сейчас посмотрим, сколько денежных банкнот у меня осталось в конверте. Осталось здесь 2 банкноты, 500 рублей и 100 рублей. И также есть 2 копилки. Так, что же мне выбрать? Наверное, на отпуск 500 рублей и 100-рублевую банкноту во вторую копилку. Вот, я уже нашла. Готово. Зачеркиваем цифру 500 и отправляем эту банкноту номиналом 500 рублей в эту замечательную копилку. Так, переходим к следующей. Нужно найти мне цифру 100. Готово. Зачеркиваем. И банкнота номиналом 100 рублей отправляется во вторую копилку с секретными целями. Цели этой копилки написаны на листке бумаги и опущены в эту копилку. То есть о них я узнаю, да, ее открою. Спасибо, что посмотрели мое видео. Желаю вам всего доброго, роста ваших доходов, заполнения копилок, хорошего настроения, побольше хороших положительных эмоций. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.